Нам не попасть на стадион. Фанаты донецкого «Шахтера», которые были в Москве уже на этот момент. Миссия минимум выполнена. Русских было очень много. Болели за родной клуб вдали от дома. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. Совсем скоро у меня отпуск, и я запланировал довольно-таки авантюрную поездку в Украину, чтобы посмотреть матч «Динамо Киев» против «Шахтера». Об этом мы поговорим немножко позже. Ну а сейчас я выдвигаюсь в бар, чтобы посмотреть матч одноименных команд, но в рамках Суперкубка Украины. Я буду смотреть этот матч не один, а с кем? Смотри дальше. Ну что, я приехал в бар, сейчас мы будем смотреть Суперкубок, где встретятся «Шахтер» и «Динамо Киев». Рядом со мной представитель фан-клуба, который называется «Горняки Москвы». Представься, пожалуйста. Артем, фан-клуб «Горняки Москвы». Скажи, ты из Москвы или же все-таки не из Москвы? Откуда? Да, я из Донецкой области, город Макеевка, именно Гвардейка. Собственно, сам оттуда, в Москве уже 19 лет. Вот, так что, в принципе, прирос слегка. Но сердце «Шахтер». Как давно ты начал болеть за «Шахтер»? Год не смогу сказать, не помню, был таким юношей. Первый матч мы пошли с моим дедушкой на старый стадион «Шахтер», который находится в парке Щербакова. Мы пошли на матч с Кривбасом, вот, ну и, собственно, тогда я заболел родным для себя клубом, донецким «Шахтером», и, собственно, всю свою радость и все свое переживание привез сюда, в Москву. Жух, и вот я в Киеве, живой и целый. Я приехал для того, чтобы посетить кучу стадионов, посмотреть город, и как изюминка на торте, сегодня у нас будет матч «Динамо Киев» против «Шахтера». Времени очень мало, как я все это успею, не знаю, но вперед! Сразу предвкушая миллион вопросов о том, как я сюда попал, быстренько вам расскажу, как я это сделал. Я купил билет на автобус Москва-Чернигов, потому что не так давно у меня здесь отдыхал друг. Он говорил, что, скорее всего, на границе ссадят с автобуса и будет небольшое собеседование, по результатам которого я узнаю, попаду или нет я, собственно, в Украину. Но меня не ссадили, потому что русских было очень много. Кстати, пересекал я границу напрямую, да, России с Украиной. Все, что мне понадобилось: первое, это приглашение. Второе, я сделал распечатку банковского счета, чтобы подтвердить то, что у меня есть деньги. И, в принципе, все, загранпаспорт. Это третье. Буквально, да, там 3 часа мы проходили русскую и украинскую границу. И через 3 часа я приехал в Чернигов. Уже с Чернигова добирался до Киева. Ничего сложного, никто не ругает, не бьет, не допрашивает. Ну, как бы раз на раз не приходится. Возможно, у кого-то это было и так. Но у меня все прошло гладко и довольно быстро. Ты основал этот фан-клуб, либо же пришел туда чуть-чуть попозже? Как вообще появилась такая идея сделать вот такой фан-клуб именно в Москве? Я понял. Я немножко попозже пришел. Собственно, в 2008 году ребята, фанаты донецкого «Шахтера», которые были в Москве уже на этот момент, организовали такой фан-клуб. Собственно, на тот момент была группа, по-моему, ВКонтакте. Вот. Ну и люди, которые собирались в баре, общались друг с другом и, собственно, болели за родной клуб вдали от дома. По-моему, это был 2010 год, я пришел, я загорелся, мне это было настолько интересно, потому что для меня самое главное сейчас в фан-клубе и тогда было в фан-клубе — это то, что люди, приехавшие, преодолевшие 1000 километров, собираются все вместе, общаются, у них есть общие темы для разговора, ну и, собственно, футбол.
Какая численность на данный момент у вашего фан-клуба? Такой достаточно риторический вопрос, потому что текучка очень большая. Если так, опираясь на группу ВКонтакте, то, по-моему, 800 с небольшим таких обозревателей. Сейчас, на сегодняшний день, таких вот активных, с кем я периодически держу связь, связываюсь, общаюсь, порядка где-то 30 человек. Опять же, ситуация такова, что на сегодняшний день посещают не все далеко. В основном это на такие более интересные матчи, Лиги Чемпионов, либо Лиги Европы. А так, да, собираемся и по 40, и бывало и по 50 человек в одном месте. И это очень интересно, весело, захватывающе. И ты немножко чувствуешь, что ты приехал все домой. С минуты на минуту буквально начнется матч, поэтому давай мы передвинемся с тобой в бар, где и продолжим общение. Окей, давай. Приехать в Киев стоило хотя бы ради того, чтобы снова окунуться в лето. Сегодня тут погода в районе 30 градусов, еще утро не так сильно печет, но я чувствую, что будет жарко. Когда я уезжал из Москвы, температура была в 2 раза меньше. Плюс к этому было штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности. Думаю, не мне вам стоит рассказывать про красоту этого города. Мне кажется, он объединил в себе все самые красивые частицы разных городов по чуть-чуть. Тут есть и своя родина-мать, есть и набережная большой и широкой реки, есть и стадион Олимпийский, и Большая Лавра, и так далее, так далее, так далее. Не говоря уже о маленьких, красивых, не таких туристических улицах, по которым также можно погулять и насладиться красотой старых зданий. Гуляя по Киеву, погода воистину прекрасна. Прислушиваясь к людям, которые разговаривают и проходят мимо меня, речь встречается вперемешку, как и русская, так и украинская. И, кстати, люди абсолютно адекватно реагируют и на мою русскую речь. То есть нету никакого негатива в глазах. Все, если я что-то спрашиваю, подсказывают, желают хорошего дня, то есть все вежливы. Вот за моей спиной это Мариинский дворец. Он каким-то образом относится к правительству, только я не помню каким, либо администрация президента, либо что-то в этом роде. Поэтому не удивлюсь, если сейчас встречу кого-нибудь из правительства. Как давно ты последний раз был в Донецке? Собственно, я с периодичностью раз в год посещаю свой родной город. Последний раз буквально 2 или 3 недели назад. То есть совсем недавно? Да. Люди, которые сейчас проживают здесь, ездит ли кто-нибудь хоть на футбол в Украину? В последнее время больше нет, чем да. Возможно, кто-то и ездит, просто я об этом не знаю. Да? Мне кажется, не отчитываются ребята. Так, в принципе, раньше часто ездили ребята на финалы. И сам я ездил на такие значимые матчи, финал, либо Суперкубок Украины. А на данный момент я боюсь, что вряд ли, маловероятно. Хотя, может, кто-то и срывается, едет. Сейчас за моей спиной вы увидите стадион под названием ЦСКА. К сожалению, все ворота закрыты, поэтому мы не будем испытывать судьбу и перелазить через забор, чтобы там полазить по трибунам. Тем более они находятся в очень плохом состоянии, да, в аварийном.
Аналогию можно провести со стадионом, так и с командой. Раньше была в Киеве команда ЦСКА, у которой было большое фан-движение, но, к сожалению, сейчас команда не выступает нигде в чемпионате. И стадиону, я думаю, тоже недолго жить осталось, если его не реконструируют. 1, 2, 3, 4. Стадион вплотную прилегает к военной части. То, что ему уже много лет, можно понять, изучив кирпичную кладку одной из трибун, где я нашел надписи дембелей. Одна из самых старых датирована 1968 годом. Но есть шутники, как Ярик, который дембельнулся в 1812 году. Поспешил я с выводом, что нам не попасть на стадион. Если ворота закрыты, то всегда можно попробовать сделать это через подтрибунное помещение, что с успехом у меня и получилось. И вот я хожу по стадиону. Ну, как я раньше и сказал, стадион в очень плачевном состоянии. И рассматривая его сблизи, в этом убеждаешься еще больше. Как мне сказали, обязательно к посещению в Киеве. Это точка, где находится у нас киевская перепечка. Вот такая вот огромная очередь за ними стоит. И так вот это выглядит. Сейчас будем пробовать. Я целый день не ел, и это будет по-любасу вкусно. Именно здесь сегодня пройдет самый принципиальный матч Украины «Динамо Киев» против «Шахтера». И если матч до сих пор имеет такой характер, да, команды борются за чемпионство, то вот между фанатами уже такой принципиальности нету. Все очень просто. Не так давно фанаты объявили общее перемирие во всей Украине. Я думаю, не стоит напоминать, из-за чего это все произошло. И, например, не так давно команды, опять же, перед домашним матчем в Киеве проводили даже совместный марш, где участвовали и фанаты одной команды, и фанаты другой. Так что, как я читал в интервью, местные ребята говорят, что эта войнушка отошла сейчас на второй план и больше не актуальна. Как я понимаю, ты часто ходишь в трибутики «Шахтера» по Москве, ну, либо вообще ходил, да, как минимум. Ходили, ходим и будем ходить. Правильно. Как люди реагируют, когда видят то, что ты ходишь в такой форме, как бы, да, для Москвы точно необычно, ну, то есть реакция людей? Слушай, но агрессивно нет ни разу. Ну, лично со мной, да, агрессивно ни разу, да, и от ребят, собственно, не слышал, чтобы какая-то была агрессивная реакция или какой-то агрессивный взор. В основном либо просто засматриваются без мимики, проходят мимо, либо засматриваются и улыбаются. Считаю, что те, кто улыбается, это значит свои. Ну, относительно, может быть, свои либо у знакомых, так или иначе, либо были в Донецке или на Украине в целом, либо просто оттуда. Не знаю, как для вас, но для меня фанаты «Динамо Киев» всегда ассоциировались со стадионом «Динамо» имени Лобановского. Наверное, потому что золотая эпоха развития фанатизма в Киеве как раз попала на тот момент, когда команда играла здесь, на этом стадионе. Сейчас попробуем в него попасть. Я вот иду как раз вдоль забора стадиона. Не факт, что это получится, но попытка не пытка, как говорится. Вообще стадион появился в 1933 году. Он тоже один из самых старых в Киеве. Довольно симпатично выглядит сейчас. В процессе того, как он появился, он всегда, кстати, назывался «Динамо». Один раз, когда столицу в 1935 году перенесли из Харькова в Киев, добавили приставку «Всеукраинский». Ну а так вот, как бы он был, как был «Динамо», так и остается «Динамо». Заключительная реконструкция, которая
проходила где-то в начале 90-х годах, дала стадиону вид, который есть и сейчас. Единственное, что поменялось в 2002 году после смерти великого футболиста Лобановского, этому стадиону присвоили его имя. Подошел к охраннику, попросил сделать пару фотографий. Он не возражал, и я вот хожу вдоль трибуны. Этот стадион известен тем, что в прошлом году здесь проводили финал Лиги Чемпионов среди женских команд. Не помню, кто там играл. Я должен был в это путешествие попасть на этот стадион с матчем, где встречался Арсенал Киев против кого-то. Но буквально за пару недель до моего отъезда из Москвы Арсенал Киев объявил о том, что команда не будет участвовать в соревнованиях в первой лиге, поэтому будем довольствоваться только пустым стадионом, что тоже очень круто. В очі дивлюся кани, серце в них перелю. Хай розкажуть коханий, як я вірно люблю. Буду мріяти жити на крилах надій. Як тебе не любити, Києве мій. Кстати, табло, судя по всему, новое, но стилизовано под старое. Прикольно. К сожалению, из-за сложившейся политической ситуации между нашими странами ни Динамо Киев, ни фанаты Шахтера Донецкого не согласились со мной пообщаться, что довольно-таки печально, очень обидно, потому что очень много интересных вопросов я хотел бы им задать, но и их тоже можно понять. Если у обычных людей позиция не столь радикальна, в принципе, люди общаются спокойно, улыбчиво и так далее. Все знают, да, что фанатизм — это более радикальная позиция, соответственно, как бы здесь не работает понятие футбол вне политики. Тут больше даже дело было принципа, я думаю, нежели там желания какого-то, потому что все понимают, что такое война и сколько людей воюют сейчас, как и со стороны Динамо, так и со стороны Шахтера. Как давно ты был последний раз на футболе? Имеется в виду Шахтер? Да, естественно, Шахтер, когда ты вживую, да, так скажем, последний раз, не вживую, воочию наблюдал игру Шахтера. По-моему, 11 или 12 год, вот, когда я последний раз побывал на Донбасс-арене. Вот. Надеюсь, что не последний, а крайний раз. Вот. Так что достаточно давно. После того, как после всех событий, которые сейчас происходят, вот, я, к сожалению, не был на матче вживую, на стадионах с игрой любимой команды. Большое спасибо Артему за ответы. Я уже подхожу к дому. В этот раз Шахтеру не удалось выиграть суперкубок, потому что они вели практически весь второй тайм в счете. Но за последние 10 минут Динамо Киев забила дважды, и команда из Донецка ничем не смогла ответить на эти два гола. Если все получится так, как я планирую, и этот выпуск выйдет на просторы интернета, то сейчас мы с вами перенесемся в Киев. Мама любить тата, тато любить маму. Мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму. Мене ніхто не любить, стану хуліганом. Миссия минимум выполнена, я купил билет. Билет обошелся в 120 гривен. Теперь идем на сектор и будем смотреть футбол. Вперед! Вот это я понимаю уровень. Вход на стадион занял у нас максимум минуты 4, и все, хотя народу очень много, как вы видите. Я думаю, сегодня будет аншлаг, хотя вместимость стадиона более 70 тысяч. Главная арена Украины появилась на этом месте в далеком 1923 году. Тогда забавно, что стадион назывался «Красный». Нынешний вид стадион принял перед чемпионатом Европы 2012 года. За несколько месяцев до начала здесь сборная открывала товарищеским матчем с, не помню, с какой-то другой сборной. Ну и вот теперь есть такой стадион, самый большой в Украине. Если стадион реально огромный и обзор довольно-таки крутой,
но все-таки хотелось бы, чтобы не было вот этих больших, огромных синих дорожек, которые портят, мне кажется, абсолютно все. Интересный момент, на фанатский сектор «Динамо Киев» запрещено ходить в одежде красного цвета. Но вот опасный момент, нет, не опасный момент, мяч ушел за лицевую линию. Но вот почему нельзя ходить в такой одежде, я не знаю, но у меня есть несколько вариантов. Первая – это антикоммунистическая позиция, да. Вторая – это взаимная нелюбовь с фанатами «Спартака». Ну и третья, такая самая непонятная, это то, что это может быть женский цвет. Если у тебя есть какие-то варіанти, пиши їх в коментарі. Оце в житті дошмики, оце по барабану. Нікого не боїться, нічого не цінує. Захоче десь попити, захоче поцілує. Любить тата, тато любить маму. Мене ніхто не любить, тому мені погано. Мама любить тата, тато любить маму. Мене ніхто не любить, стану хуліганом. Первый выезд фанатов киевского «Динамо» был аж 23 марта 1980, если мне не изменяет память, году. И что примечательно, он был осуществлен не на футбол, а на хоккей, на ныне несуществующую хоккейную команду под названием «Сокол». Сегодня на матче парни тоже решили отличиться и замутили не просто шизу, а пляжную шизу. Все стоят по торсу, перекидывают надувные мячи, стоят шезлонги и так далее, так далее. Ну, то есть все, что есть на пляже, есть и сегодня на секторе киевского «Динамо». Смотрим дальше футбол. У меня складывается ощущение, хотя, возможно, так просто слышится, что большинство зарядов с грядки «Динамо» звучат на русском языке. Но как же тогда принцип разговаривать только на украинской мове? Тайм подошел к концу, счет 1-1. Примерно в середине первого тайма «Шахтер» вышел вперед. И под самый конец «Динамо» забила ответный гол. Мы сейчас пойдем, походим вокруг стадиона, посмотрим, собственно, на атмосферу. Обозри вас, светлое и темное, эль, пшеничка нефильтрованная, балтийский портер или стаут. Какое место в Киеве подойдет для того, чтобы попробовать пиво лучше, чем Андреевский спуск? Прямо по центру спуска находится бар местной пивоварни, который называется Соломенская броварня. И я заказал себе И я заказал себе American Amber Ale, который сейчас с удовольствием и отведаю. Пахнет многообещающе. Довольно плотная, в меру горькая, такое горьковатое, как я люблю, в принципе. Ну и чувствуется, что это эль. Вкусно. Романтика. Это был гол. Сейчас будет гол. Это был гол, и я его буду снимать на телевизоре. Одиннадцатый номер, кстати, я не понимаю, почему он такой седой, хотя вроде не слишком старый. Обманул всех и себя в какой-то момент, но забил.
Вот так вот, 2-1, Шахтер впереди. К сожалению, прикованность к одному сидящему месту не дает поснимать футбол с разных ракурсов. Ну а вдобавок наше место тоже кто-то занял. Поэтому пойдем искать себе другие. Динамо пытается отыграться, но пока не получается. Все, матч подошел к концу. 2-1 победа Шахтера. Если в Суперкубке Динамо выиграла с абсолютно зеркальным счетом, то в этот раз победил Шахтер. И пока команды благодарят фанатов за поддержку, я с вами прощаюсь. Если тебе понравился этот выпуск, ставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Обязательно делаем конкурс, чтобы в нем поучаствовать. Сделай репост с моей страницы ВКонтакте. Ну а сейчас не прощаемся.